Помните эту девочку, одетую во все черное, которая еще кринжово танцевала 3 года назад во всех тиктоках? Так вот, знакомьтесь, это Wednesday, и у ее сериала буквально неделю назад вышел новый сезон на Netflix. Сама задумка, сеттинг и исполнение сериала заметно походит уже на культовую франшизу о Гарри Поттере, с более взрослым рейтингом, чуть более современными художественными решениями и режиссурой Тима Бёртона. Режиссер, подаривший нам Эдварда Руки-ножницы, Битлджуса и шедевральный мультик «Кошмар перед Рождеством». К просмотру обязательно. В команду, конечно же, по классическому голливудскому блату вошел старый друг Тима, композитор Дэнни Эльфман, сотрудничавший с Тимом Бёртоном буквально во всех его проектах. А еще вы можете его знать как автора музыки к Человеку-пауку Сэма Рэйми, Доктору Стрэнджу Сэма Рэйми, а также к фильму «Люди в черном». Угадайте кого? Все верно. Барри Зонненфельда. За этот саундтрек Эльфман, к слову, получил один из своих 4 Оскаров. В общем, уважаемый мужчина в голливудских краях со своим уникальным стилем. Небольшое отступление. Пару месяцев назад, уже готовя сценарий к этому видео, я оказался в кинотеатре на премьере фильма «Дракула» Люка Бессона. Я шел туда с друзьями, не зная совершенно ничего об этой, впрочем, среднего сценарного качества кинокартине. А уже после просмотра в титрах я увидел знакомое мне имя – Дэнни Эльфман в качестве композитора. И этот факт меня совершенно не удивил, потому что его уникальный стиль можно было узнать уже с первых секунд саундтрека. Возвращаясь к Wednesday, музыка из заставки к сериалу – прекрасный пример, на котором можно разобрать некоторые особенности композиторского письма Эльфмана. В первую очередь это, конечно, смелый гармонический язык. Я говорю, например, о частом использовании заимствованных из других тональностей аккордов, часто ведущим к модуляциям, то есть смене тональности. Для справки, каждое музыкальное произведение, за исключением совсем уж современной авангардной музыки, имеет свою тональность, например, до мажор, или в случае с интро к Wednesday ми минор. Называя эти два волшебных слова, мы даем музыканту буквально всю информацию, которую ему нужно знать. Первое слово — это название ноты, которая является центральной, самой главной в тональности. А второе, мажор или минор, сильно упрощая, то, с какими нотами ей предстоит встретиться. В европейской музыке, помимо центральной ноты, тоники, имеется еще 6 звуков, которые как раз и определяют лад. Конечно, есть еще миллион исключений. И где-то половину из этого миллиона мы и встречаем в музыке Эльфмана. Он заимствует, одалживает звуки из другой тональности. Представьте, что мы раскатали тесто для пиццы, на него выкладываем томатный соус, это наша база, тональность. А уже туда по вкусу добавляем любимый сыр, другие соусы и можем добавить халапеньо, если хотим что-нибудь поострее. В музыке то же самое. 2 минорных аккорда, сыгранные один за другим и расположенные на расстоянии малой терции друг от друга, звучат очень темно, таинственно и драматично. Этим ходом, конечно же, пользуются композиторы фильмов ужасов, в том числе наш уважаемый Дэнни. Послушайте. Эльфман также часто использует хроматические ходы – 2 ноты на расстоянии полутона друг от друга, как в известной теме из «Челюстей».
Еще интереснее оказался выбор инструментов. В заставке композитор воспользовался тембром клавесина, старинного инструмента. Между прочим, он даже старее фортепиано, который лично у меня ассоциируется, если не с замком ужасов, то с чем-то аристократичным, вычурным и антикварным. Я рассказывал о клавесине в выпуске о Гарри Поттере. Советую заценить, если вы еще не видели. Еще один необычный инструмент – термин «вокс», часто имитирующий голос призрака. Этот инструмент был сконструирован Львом Терменом, советским изобретателем, в 1920 году. Звук в этом инструменте образуется за счет взаимодействия рук исполнителя с электромагнитными волнами. Музыкант располагает свои руки в пространстве, свободном между антеннами. Правая рука контролирует частоту извлекаемой волны, то есть высоту ноты, в то время как левая – громкость за счет приближения или отдаления руки к антенне. Конечно, Эльфман далеко не первый композитор, воспользовавшийся этим уникальным звучанием. Натали Холт использовала термин «вокс» на протяжении всего своего гениального саундтрека к сериалу Marvel «Локи». А Майкл Джексон в своем хите «Триллер». Ну и последний важный инструмент в партитуре сериала «Венсдей» — это, естественно, виолончель. Она же, как говорят музыканты, большая скрипка. Ударю, я тебя сейчас ударю, я сейчас тебя ударю. Низкий, густой, богатый тембр – один из самых выразительных инструментов симфонического оркестра, которому в интро дают провести главную хроматическую тему. И этот выбор кажется очевидным, учитывая, что главная героиня сериала, собственно, Уэнсдей Адамс, играет на виолончели. В первой же серии нас встречает виолончельный кавер на песню Rolling Stones «Painted Black». Верный выбор, учитывая, что героиня из серии в серию одевается как Даша из «Папиных дочек». Стоит отдать дань уважения Дженни Ортеге. Она никогда не держала смычок в руках до съемок в сериале, но для этой сцены много практиковалась. И теперь многие виолончелисты Ютуба заявляют, что ее отображение игры на этом инструменте можно назвать достаточно точным и достоверным. Разве что в некоторых местах мы отчетливо слышим прием игры пицциката – щипок струн, как на гитаре. В то время как молодая актриса активно наяривает смычок в кадре. Я просто похлопаю. Интересно, что в момент исполнения этой рок-вариации на пульте у Wednesday мы можем заметить ноты первой сюиты для виолончели великого немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха. Произведение его современника Антонио Вивальди мы можем слышать в исполнении Адамс в третьей серии первого сезона. Это всемирно известная зима из цикла концертов «Времена года». В оригинальной партитуре партию соло исполняет скрипка, так что это тоже можно назвать своего рода кавером. Но точнее, конечно, будет сказать переложение для виолончели. Если кто-то в комментариях укажет мне хотя бы еще одного композитора, кто написал «Времена года», то вы попадетесь на байт на комментарии. Вообще, сериал наполнен академической музыкой. Я не использовал термин «классической», чтобы не вводить вас в заблуждение, ведь там звучит музыка совершенно разных эпох, от, как мы уже отметили, барокко и романтизма до импрессионизма и джаза. Сен-Санс, Римский-Корсаков и другие композиторы не только с двойными фамилиями постоянно заглядывают в саундтрек сериала. Во втором сезоне начало первой серии встречает нас джазовым стандартом My Favorite Things в исполнении The Lennon Sisters.
Хладнокровная и жестокая завязка серии как бы намекает на то, какие вещи любит протагонистка. Музыка Верди и Моцарта, полет Валькирии Вагнера, Бессаме Мучо, Компарсита, песня «Зомби» в исполнении на рояле, аккомпанирующая одной из мощнейших, к слову, сцен в сериале, также пополнили саундтрек. А еще в новом сезоне звучит немало кей-поп песен. Корейцы нередко сопровождают Enid, а во вступлении к одной из серий и вовсе звучит песня группы Blackpink, показывая Wednesday одетую в яркий лук, наподобие своей подружки-оборотня. Вероятно, это связано с тем, что Эмма Майерс, актриса, исполняющая роль Энид, давно является преданной поклонницей азиатской поп-музыки. Ну и в новом сезоне появилась Леди Гага, принеся с собой песню The Dead Dance в стиле диско 80-х, как сейчас модно. И я не буду рассказывать сильно больше для тех, кто еще не посмотрел второй сезон. Вместо этого я предлагаю ознакомиться вам с сериалом, если вы этого еще не сделали, и написать мне в комментариях ваше мнение о музыке. Возможно, у вас есть любимый эпизод или конкретная сцена, где сочетание музыки и происходящего на экране создает наиболее удачный синтез. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду публиковать все материалы, которые не вмещаются в основной ролик. Некоторые эксклюзивы, новости. В общем, зайдите и сами посмотрите, что там происходит. Я благодарю вас за лайк, подписку и просмотр. Надеюсь, сегодня было интересно. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!